По плану я должен был записать видео про кофе, но вторая часть меня перевесила. Да, все-таки сейчас коронавирус, какая-то паника у людей, какая-то тревога, и я бы хотел провести небольшую мусульманскую терапию. Всем ассаляму алейкум! Итак, сегодня мы с вами поговорим о доверенности в исламе. Не все знают, что такое доверенность. Это официально, нотариально заверенный документ, который подтверждает, что вы даете кому-то право совершать какую-либо деятельность от вашего лица. Есть разные виды доверенностей. Например, доверенность на машину. То есть вы являетесь владельцем какой-то машины, и вы выписываете доверенность кому-либо из своих родственников или, может быть, другу, неважно кому, вы разрешаете ему водить эту машину. И если его вдруг остановят, он покажет: вот у меня есть вот такая бумага, она называется доверенность, мне позволил хозяин этой машины водить ее. Или доверенность на получение денег. К примеру, вы являетесь директором какой-то компании, и вы выписываете доверенность своему бухгалтеру или еще какому-то вашему сотруднику, что он имеет право от вас прийти в банк и снять оттуда наличные деньги. И это была официальная доверенность. А иногда вы доверяете кому-то неофициально. То есть вы не ходите в нотариус, не оформляете доверенность, ничего не подписываете. Это все просто на словах. Неважно, что это. Представьте себе, что у вас есть какое-то серьезное дело. И вы не можете его сделать сами, но дело серьезное. Например, вообразим, вы директор крупной компании, и завтра в 9 утра у вас встреча в Дубаях. И вот вы прилетаете в Дубай, и как только вы приземляетесь, вы узнаете, что коронавирус настиг вашу страну. Карантин, границы закрыли. И в этот момент вы осознаете, что вы забыли в офисе закрыть ваш сейф, а там $1 миллион налом. У вас паника. Какой там коронавирус? У вас $1 миллион стоит открытый в офисе. Мало ли что может произойти. А вдруг кто-то сейчас зайдет и заберет ваш миллион. И теперь вам нужно позвонить какому-то доверенному лицу и доверить ему, чтобы он, первое, пробрался через карантин в офис, и причем незаметно. А там карантин строгий, как в Иордании. Грозят 1 годом лишения свободы при выходе из дома. Второе. Чтобы он просто закрыл сейф. Не обманул вас и не забрал ваши деньги. Кому из вашего окружения вы бы доверили это дело? Напишите в комментариях, мне будет интересно почитать. Соответственно, я не думаю, что вы бы доверили это дело кому попало, так как вам нужен серьезный, ответственный человек, сильный, способный пройти сквозь карантин незамеченным и при этом доверенный. Тот, кому можно доверить просто закрыть сейф. И если вы найдете такого сильного, доверенного человека, то, скорее всего, ваше дело будет выполнено. А что ты скажешь, если великий Аллах, Творец всех людей, и сильных, и слабых, доволен быть для тебя тем, кому ты доверишь свое дело? Доволен быть тем, на кого ты положишься, но ты полагаешься на кого-то другого. Это великая потеря. А что ты скажешь, если Аллах повелел тебе это делать для твоей же пользы, милостью от Него? Сказал Всевышний Аллах в Коране: «Раббуль машрики валь магриби ла иляха илля хуа фаттахидху вакиля». Он Господь Востока и Запада, нет божества кроме Него. Так возьми же Его тем, кому ты доверишь свое дело. Здесь в аяте в арабском языке приходит повелительная форма глагола «фаттахидху». Так возьми же. Итак, что же это значит? Это значит, что какая бы сложная ситуация ни была, в первую очередь подними вверх руки, положись на Аллаха и скажи: «О Аллах, я твой раб, я нуждаюсь в твоей милости. Ты повелел мне полагаться на тебя, и я полагаюсь на тебя. Ты повелел мне доверять тебе, и я доверяю это дело тебе. Я не справлюсь без тебя. Я нуждаюсь в твоей помощи. Я прошу, помоги мне». И после этого успокойся. Соберись и просто делай от себя зависящее по максимуму, настолько, насколько это возможно.